Вот экран с демонстрацией Winals. Это демонстрационная версия. Ее можно скачать с ОФК. Да, и она бесплатная. Но в ней не все функции доступны. Сейчас, когда вы открываете программу в первый раз, многие функции неактивны. Это не потому, что они не работают, а потому, что у вас нет открытого проекта. Поэтому я сейчас открою проект. Когда вы впервые используете программу, кнопка «Открыть» ничего не открывает, потому что у вас нет проекта для поиска. Здесь находятся последние документы, но если вы только начинаете, то у вас их тоже нет. Поэтому если мы выберем «Создать новый», то сможем выбрать, откуда взять новый файл. Теперь мы можем найти файл. Если он остался на рабочем столе, то он может быть там. Вот он в моих документах в самом верху списка, поэтому он выбран. Если я нажму на него, он откроется. Сейчас я вижу то, что можно назвать предупреждением. Мне говорят, что это файл, который я уже открывал, и поэтому я должен отменить импорт и открыть тот, который я уже открывал раньше. Но, конечно, если я это сделаю, то в нем будут изменения, которые я уже внес, и это не подойдет для демонстрации файла, поэтому я проигнорирую это и нажму «Ок». Так, теперь мне говорят, что нет доступных контрольных сумм. Причина в том, что это демонстрационная версия Winals. Если бы это была платная версия и я заплатил бы за контрольные суммы для этого файла, то сейчас у меня был бы выбор. Другими словами, мне было бы что сделать. Возможно, контрольные суммы в порядке, но их нужно обновить. Но поскольку это демонстрационный файл, я ничего не могу сделать, кроме как нажать «Ок». Сейчас я вижу окно свойств проекта. Окно свойств проекта можно открыть в любое время, нажав на проект и выбрав пункт в выпадающем меню. Здесь много информации, которую я мог бы ввести. Если вы новичок, то, скорее всего, не будете слишком беспокоиться о названиях файлов, пользовательских номерах, номерах лицензий и так далее, но вы можете захотеть это сделать. Я имею в виду, что вы можете заполнить эти поля, если хотите. Эти поля часто остаются пустыми, но иногда в файле достаточно информации, чтобы я мог ее взять и ввести сюда. Здесь указано, что это легковой автомобиль VW и Passat. Я мог бы добавить, что это B5, если захочу. Я мог бы сказать, какая это модель. Это пункт 1.9 TPD, так что я могу выбрать это из списка. Если я нажму на рабочий объем, эта информация будет введена автоматически. Итак, у нас есть турбодизель 1,9. Я могу указать, что это 130, потому что я знаю, что это 130. Здесь есть одна полезная вещь, которую я могу ввести, это сборка. Я не уверен, какая именно сборка у этой машины, но это etc15, поэтому я напишу etc15, чтобы не забыть, что это именно она. Здесь есть много других деталей, которые вы можете добавить или изменить, но вначале нет смысла этим заниматься, потому что они вам могут никогда не понадобиться. Поэтому мы сохраним файл. Сейчас у нас есть файл. И если мы посмотрим, большинство этих деталей выглядят так, как будто они активны. Они не серые, они выглядят активными. И у нас есть файл. Сейчас файл не в обычном формате, потому что он в 16-ричном формате, то есть F. Если я нажму кнопку 255, то получу десятичный формат. Вот, у нас есть десятичный формат. У меня есть десятичный формат в 16-ричном формате, и я не буду его менять. Еще один удобный формат — это 8-битный формат. У нас есть 8-битный десятичный формат, и если я захочу, то могу переключиться на 8-битный 16-ричный формат. Какой формат вы выберете для этих файлов, зависит только от вас. Вы привыкнете к тому, который вам больше нравится, и будете работать в нем. Я бы порекомендовал новичкам начать с 16-ричного формата, потому что в нем числа кажутся более понятными. Да, вот они, числа. У нас есть название для нашего дампа Passat. Смотрите, это VW Passat оригинал. Под ним написано, что это 16-ричный дамп. Вот он, 16-ричный дамп. Он начинается с нуля. У нас есть мои карты, но, конечно, их нет, потому что мы их еще не нашли.
Потенциальные карты 84. Не обращайте внимания на то, что там написано. Потенциальные карты 84 не означают, что существует 84 карты. Это даже не значит, что потенциально существует 84 карты. Это значит, что Вайнл считает, что существует 84 карты. Это могут быть 84 карты, это могут быть 84 фрагмента карт, это может быть что угодно. Так что не полагайтесь на эту информацию. Если вы будете полагаться на нее, то ничего не добьетесь и не сможете использовать это программное обеспечение для чип-тюнинга. Так что не полагайтесь на это. А теперь давайте продолжим. Мы возвращаемся к этому. Вот наш файл. Если мы будем просматривать числа, то вряд ли найдем что-то стоящее. Если вы не разбираетесь в числах, то вряд ли что-то заметите. Если я переключусь на трехмерный вид, то, возможно, увижу закономерность. Это немного похоже на график. Если я переключусь на трехмерный вид, то, скорее всего, если я прокручу колесико мыши, я ничего не замечу. Я ничего не узнаю. Возможно, вы сможете, но я не смогу. Поэтому я вернусь к двухмерному виду. Вот он. Это двухмерный вид. Теперь я быстро пройдусь по этим элементам управления внизу и расскажу, что вы можете делать с помощью разных элементов управления. Здесь это не совсем элемент управления, но смотрите, мы можем делать обычные вещи с окном. Например, увеличить его таким образом или таким. Таким образом мы можем увеличивать и уменьшать его. Мы можем свернуть, развернуть и вернуться к окну, которое мы открывали раньше. Я предпочитаю смотреть на это так, но опять же это просто мое личное мнение. Что делать, решать вам. Теперь давайте посмотрим на управление. У нас есть 3 маленькие кнопки здесь и 3 маленькие кнопки там. Вот здесь находится курсор. Я могу перемещать его, нажимая и удерживая, а затем перетаскивая. Вот так. Я могу нажать вправо, и он переместится на один экран вправо, или я могу нажать сюда, и он переместится на один экран влево. Я могу нажать сюда, и он переместится на одну маленькую позицию влево. Или я могу нажать и удерживать, и он переместится влево. Эта кнопка, как и противоположная ей, может свести вас с ума. Старайтесь не нажимать на них случайно, потому что вы можете работать здесь, перейти к чему-то другому, а потом случайно нажать на нее, и она переместит вас прямо в начало. И вам придется искать, где вы были. Вот эта кнопка начала, а это конец. Очень удобно в повседневной работе. Ладно, я поставлю ее обратно сюда. Эта кнопка, очевидно, будет перемещать нас на один шаг вправо. Я могу нажать и удерживать ее, чтобы переместиться вправо. Теперь я передвину ее сюда и поставлю прямо перед собой. Вот так, прямо перед этим куском. Вот это цветной фрагмент. Это данные, которые используются в вебу и которые вы можете изменить. А вот еще один блок. Сейчас эти два блока, вероятно, практически идентичны. Один может быть для механической коробки передач, а другой для автоматической. Если бы был третий блок, то он мог бы быть для полноприводной или четырехприводной машины. В некоторых файлах будет 2 блока, в некоторых 3, а в некоторых только один. Если у вас только один блок, это здорово, потому что вам нужно беспокоиться только об одном блоке данных. Если у вас 2 блока и вы вносите изменения в один из них, вы можете случайно изменить не тот блок. Если вы не уверены, какой блок данных используется в вашей машине, лучше всего изменить данные в обоих. В Winals есть небольшая хитрость, которая называется параллельные карты, о которой я расскажу позже, и вы сможете вносить изменения. А затем сказать, что хотите изменить все параллельные карты, которые есть в наличии, и они будут теми, которые здесь. Так что у нас есть такая возможность. Хорошо, давайте теперь поищем карту. У нас есть этот файл, давайте посмотрим, сможем ли мы найти карту. Я подойду поближе к этому блоку и запущу поиск с помощью этой кнопки. Сейчас мы можем поискать карту и полностью проигнорировать помощь Winals. Но Winals определил этот блок как карту. Мы можем поискать в интернете это изображение, чтобы узнать, что это. Мы ничего не найдем или вряд ли найдем что-то благодаря этому.
Теперь вы не будете знать, какой режим нужно выбрать при открытии файла, но подсказка есть. Например, я не понимаю, на что смотрю. И тот факт, что вы не понимаете, на что смотрите, говорит о том, что, возможно, используемая здесь программа не та, что вам нужна. Сейчас она настроена на высокую частоту. Поэтому, если я нажму на кнопку, она переключится на низкую частоту, а если я наведу курсор. Это внезапно станет похоже на карту, которую можно найти в интернете. Практически на каждом форуме по чип-тюнингу, который я посещаю, я нахожу эту карту. И я нахожу эту карту, потому что большинство людей называют ее картой IGA. И почти на всех автомобилях есть карта IGA. Итак, вы знаете, что на дизельном двигателе с картой IGA мы, конечно, ожидаем увидеть это. Теперь давайте посмотрим, что еще мы можем узнать из этой информации. Ну, мы видим форму. Очевидно, что это форма. Мы видим, что это идентификаторы. Нам говорят, что это битовая карта размером 13 на 1616. 16 это не 16. Это означает, что Vinyl сообщает нам, что это карта Bosch, которая состоит из 16 бит. Поэтому лучше всего просматривать ее в 16-битном режиме. Возможно, это правильно, а может быть и нет. Но Vinyl довольно хорош в этом, так что, скорее всего, это верно. 13 на 16 это ось. Другими словами, у нее есть ось длиной 13 единиц и ось длиной 16 единиц. Вот что это такое. И это будет наша первая карта. Самый простой способ сделать это дважды щелкнуть по заголовку. Если я дважды щелкну здесь, то увидите, что контур стал красным, а сейчас он серый. Серым цветом Vinyls выделил эту карту. Вы можете сами выделить ее, когда будете искать карты, но Vinyls уже сделал это за нас. А здесь карта добавлена в мои карты, и у нее есть адрес. Здесь написано, что эта карта находится по адресу 4C116, так что вы можете найти эту карту. Вот она. Если я немного сдвину ее вниз и, может быть, немного в сторону, то вот так. Вы видите, что она пытается спрятаться за другими картами. Если я переключу на двухмерный вид, то вы увидите, что двухмерный вид выглядит так же, как и раньше. Теперь, если вы помните, я говорил, что если вы переключитесь на трехмерный вид, то не узнаете ее. Если мы переключимся на трехмерный вид, то, надеюсь, вы поймете, что это карта IGA, потому что, если вы зайдете в раздел файлов для чип-тюнинга, то увидите такую же форму на изображениях, где люди пишут «Вот моя карта IGA» или «Что это за карта?». Так что вы быстро научитесь узнавать эту форму в трехмерном виде. Искать ее в трехмерном виде может быть непросто, но когда вы ее найдете, то узнаете ее в трехмерном виде. Ладно, давайте вернемся к тексту, потому что именно его мы, скорее всего, хотим изменить. Сейчас я сделаю паузу, чтобы видео не было слишком длинным, а потом расскажу, что делать с этой картой и как сохранить ее в более удобном формате для дальнейшего использования. Так что я пока остановлюсь здесь.